Здравствуйте, с вами Наталья Чуйко. У нас в гостях Алланом Пиз, человек-легенда, автор 18 книг бестселлеров, которые проданы во всем мире и переизданы не один раз. Человек, известный во всем мире как мистер язык телодвижений. 20 лет назад прочитала вашу книгу и никогда не предполагала, что увижу живьем Алана Пиза. И тем более буду брать интервью и приглашать для проведения семинара. Я знаю из вашей биографии, что первый свой миллион вы заработали в 21 год. Как вам это удалось? Какие навыки вам для этого нужны были? Well, you need a couple of things. You need a system for turning $1,000 into $2,000. Во-первых, я знал систему. Я знал, как из $1,000 сделать 2000. But you know how most people become millionaires? Знаете, как большинство людей стали миллионерами? They make a decision, that's what they're going to do. Они приняли решение, что хотят стать именно миллионером. То есть вы сейчас говорите о постановке целей? Одна из ваших книг как раз об этом. It's true, yeah. It's the first book of this type that I've written that deals with goals, how to decide what you want, then how to go about getting it and fulfilling that goal. Абсолютно верно, да. Это вообще первая книга, которую я написал, которая посвящена именно целеполаганию. И она отвечает на вопросы, как принять решение, как поставить цель и как ее достигнуть. И все же люди знают вас как мистер язык телодвижений. И я бы хотела задать несколько вопросов именно по этой теме. Наши клиенты занимаются продажами. Как можно понять, правильно или неправильно человек ведет переговоры? Well, the first thing is to understand that body language makes up 60 to 80% of all the messages sent between two people in a face-to-face situation. Во-первых, нужно понять, что язык невербальной коммуникации передает от 60 до 80% информации при личном общении. So body language shows your emotions. It shows how you're feeling about something. Язык телодвижений показывает то, что ты чувствуешь, показывает твои эмоции. So the art of reading body language, Natasha, is to look at the person's attitude, their feelings, and compare it to what you hear them saying in a face-to-face interview. Поэтому секрет овладения искусством языка телодвижения – это прежде всего внимательно смотреть на своего собеседника, пытаться понять его эмоции, пытаться понять его отношения и сопоставить это с тем, что ты слышишь. Because most people, when they're not being sincere or genuine, there are contradictions between what their body says and what their words say. Потому что если кто-то ведет себя неискренне или говорит что-то, какую-то неправду, то их язык телодвижений будет всегда конфликтовать с их словами. So, for example, they're saying, yes, 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 it's a great idea. You can count on my support. Да, отличная идея. And they're shaking their head side to side. Or you'll see the opposite, where they're nodding their head but saying no. Или то же самое, когда они головой кивают, но говорят нет. I did not have sex with that woman. Не, я сексом с Bill Clinton's famous line. Скажите, пожалуйста, Алан, вот ваши книги, они очень доступно написаны и даже проиллюстрированы разными картинками, жестами, да? И очень легко заниматься по ним. А скажите, пожалуйста, учитываете ли вы ментальность? Одни и те же жесты, они могут обозначать разное для русских, немцев, англичан? Или все-таки каждый жест трактуется одинаково, независимо от ментальности? The basic body language signals are the same for virtually all cultures. Вы знаете, основные телодвижения, они на самом деле идентичны для практически всех. So these are universal basics, but there are three things that can change between cultures. Поэтому это основные жесты. Но есть три вещи, которые могут отличаться от культуры к культуре. One is eye contact, how long you can hold someone's gaze. Первое – это зрительный контакт. Как долго ты можешь смотреть в глаза и удерживать взгляд собеседника на себе. For example, in Japan, if we were looking at Japanese people like at the same frequency we're looking at each other, it would be seen as offensive or aggressive. Например, если бы в Японии мы смотрели друг другу в глаза так же часто, как мы делаем это сейчас с вами, то это было бы воспринято как оскорбление. The second thing is touch. How often you can touch, where you can touch, or if you can touch. То же самое касается и прикосновений. If you go to Italy or France, you can see the difference where they touch you and handle you all the time, and it's perfectly normal. Например, в Италию и во Францию поедешь, они там тебя постоянно трогают, и для них это нормально. So Russians who go to those countries are always like this. В России там все оттряхивается такое ощущение от тебя, пытается противиться твоим прикосновениям. And the third thing is space, how far away you can stand. И третья вещь – это пространство между собеседниками. Как далеко, насколько далеко тебе нужно находиться от собеседника. But most cultures have usually one thing about them that is a bit peculiar that most others don't have. И, конечно же, в каждой культуре есть что-то, что отличает ее от других культур. And you know what it is in Russia? И вы знаете, что в России это? Что? Вот. Watch. Внимание, смотри. Вот это.
happiness, это счастье, sadness, это горе, excited. это восторг. I call this the Soviet face. Знаете, я называю это советское лицо. It's a hangover from communist era, И это то, что пришло к нам с коммунистической эпохи. where people didn't smile in that era because you were seen not to be serious about life. Поэтому, потому что как раз в ту эпоху люди практически не улыбались, и тебя всегда учили, что к любви той же самой нужно относиться очень серьезно. For example, in Russia, this one means okay. Например, в России вот этот жест означает «окей». This one means good. Это означает «хорошо». Now, in France and Germany, this means number one. Во Франции или в Германии этот жест означает номер один. 1, 2, 3, 4, Номер 5. 3, номер 4, номер 5. Yeah. In Turkey, А в Турции this is an insulting, rude gesture. вот этот жест является оскорбительным. If you do this, you've just called them a rude part of the body. И вы знаете, если вы так показали кому-то, то вы только что обозвали его частью тела, которую сейчас неприлично будет упоминать. Да, это, конечно, важно все это знать, чтобы не попасть в просак. А скажите, есть ли отличия в том, как правильно преподносить информацию во время переговоров мужчине и женщине? Based on what brain scans show us of how male and female brains operate. И здесь, опять же, мы должны воспользоваться научными исследованиями в плане того, как оперирует мужской и женский мозг. Now, in simple terms, female brains have the ability to multitrack, that is, do several unrelated things at the one time. Опять же, например, женщины, они очень многофункциональны, они могут заниматься одновременно абсолютно разными делами. Whereas most male brains don't do this, they do one thing at a time, they do it very well, but only one thing. У мужчин все наоборот, они могут фокусироваться только на одном деле, делают это очень хорошо, но тем не менее только одно. So if you're a woman presenting a negotiation to a male, Поэтому, например, вы женщина, и вы пытаетесь представить какую-то информацию своему оппоненту, который мужчина, you give him one thing at a time. то вы должны все делать последовательно, то есть давать ему один отрывок информации одновременно. You make one point, then stop. То есть вы изложили какую-то информацию, He knows that's one point. и укажите, знаете, вот это вот пункт первый, Because this is how men present to other men. потому что именно так мужчины представляют информацию другим мужчинам. Now the brain scans show when a man is talking, his hearing is switched off. Вы знаете, есть такое доказано научно, что когда мужчина говорит, то его слух выключается. So if he's talking, he theoretically can't hear anything. То есть, поэтому теоретически, когда он говорит, то он, в принципе, не слышит, что ему говорят. Whereas women's brains are shown to be able to speak and listen at the same В то time. время как женщины, согласно научным исследованиям, они и говорят, и слышат одновременно. And you can do it on several unrelated things. И могут заниматься абсолютно не связанными делами одновременно. Знаете, русские женщины, они одновременно могут говорить по телефону, кормить ребенка, готовить еду, стирать, убирать. Это все одновременно. If you give the guy one thing at a time, Поэтому, опять же, если вы говорите с мужчиной, последовательно, пункт за пунктом. and if he's talking, you mustn't speak because he can't speak and listen at the same time. И в то же время, если он говорит, то вам не нужно говорить одновременно, потому что он не может и слушать, и говорить. Алан, вы занимались вопросами коммуникации, бизнеса, язык телодвижения, а потом переключились на отношения мужчины и женщины. Как это произошло? Well, it's an interesting start. Barbara and I wrote that joint book for ourselves. Вы знаете, очень интересный вопрос. Когда я написал книгу, посвященную этой проблеме, я писал ее для нас. We'd been married for 3 years at the time, Потому что в то время мы как раз уже 3 года состояли в браке. and it was like a Hollywood movie, И для нас это был просто как голливудский блокбастер. Titanic. Титаник. Интересно. Понимаете, да, все. And the 4th year, it was like a Hollywood movie too. Но и в 4-й год этот фильм продолжался, тоже голливудский. Yeah, Friday the 13th, part 3. Но он уже назывался не «Титаник», а «Пятница 13-я, 3-я часть». And we got to the point that many couples get to in a relationship. И вы знаете, мы достигли такого этапа в наших отношениях, к которому многие пары приходят. You can't live with them, but you can't live without them. Когда ты понимаешь, что ты с этим человеком жить не можешь, и без него жить тоже не можешь. And that's a really tough place to be. И вы знаете, это очень трудная ситуация. So we wrote a list of all the things about each other we could not live with. И поэтому каждый из нас составил список и написал там все те качества, которые нас не устраивают в другом человеке. I had 8 things on my list.
Знаете, у меня в списке было 18 вещей. Yeah, if those 8 things could be fixed, I could live with you, I said. И я сказал своей жене, слушай, вот если эти 18 вещей ты исправишь, то я смогу с тобой дальше жить. Я думаю, что у жены было меньше к вам претензий. Обычно женщины меньше претензий имеют. I think your wife had a shorter list. No, she got to page 4. I had to make her stop. Page 4. Знаете, нет, когда она перешла уже и начала писать 4-ю страницу, я ее попросил остановиться. I thought it can't be that bad. А слушай, что, у меня действительно все так плохо. According to her, I was. Я думал, что у меня на самом деле То есть все нормально. ваша книга это фактически ваш жизненный опыт переработанный, да? То, что из жизни пришло, из практики. So your book that you wrote about this problem actually comes out from your own experience and from your own everyday practice. We wrote a list of all the key things that if we could both resolve these key things, we could live together happily. Опять же, мы составили список и решили, что если каждый из нас может разобраться с этими проблемами, то мы сможем жить счастливо и дальше. And they're the same things, the same 12 things that all couples in every culture have as problems between each other. И вы знаете, там было 12 вещей, проблем, которые возникают у любой пары, вне зависимости от страны, национальности и культуры. Like, for example, men say women never stop talking and don't get to the point. Например, мужчины говорят, знаете, женщины говорят все время и никогда не говорят по делу. Women complain, he won't let me have my opinion, he's always telling me what to do, he's solving problems. В то же время, как женщины говорят, вот мой муж мне все время говорит, что мне нужно делать, никогда не выслушивает. Women say he's a sex maniac. Женщины говорят, слушай, он какой-то маньяк сексуальный. He said she's frigid. Мужчины говорят, слушай, она какая-то фригидная. Neither of them started that way at the relationship, but somehow that's their perception after a year or two. Опять же, когда эти отношения начинались, таких проблем вроде бы не возникало, но по прошествии некоторого времени они появились. Now, if you put these things in the business context, it's disastrous if you don't have a plan to manage and convince and persuade the opposite sex. И опять же, если это перевести в бизнес-контекст, то тебя могут постигнуть очень большие неудачи, если ты не будешь готов разрешить эти проблемы с противоположным полом. So that book came out in 56 languages, sold 13 million copies. It was a huge seller. Went into a movie and became about 20 television series. И эта книга была переведена на 56 языков, 30 миллионов копий было продано, был снят фильм по мотивам этой книги, переведено в несколько языков, опять же, несколько ток-шоу появились. Какая из написанных книг наиболее ценна для вас? Body Language is the most well-known book, Yes. Опять же, язык телодвижения, она самая знаменитая книга. even though it's not the biggest seller. Хотя, вы знаете, не так уж много копий продалось. I think Why Men Don't Listen, Women Can't Read Maps, which is the single biggest seller. И книга, которая называется «Почему мужчины не могут слушать женщин», она, наверное, That's probably the most. продажа превзошла все. That would be the most dear book because it instantly changed the lives of tens of millions of people very quickly. И, наверное, вот эта книга самая ценная для меня, потому что она так быстро поменяла жизни многих людей. Наверняка у вас есть какая-то технология написания бестселлера, потому что все ваши книги, они становятся бестселлерами. Что это за секрет такой? Well, we use a three-part formula. Опять же, есть у нас формула, которая состоит из 3 частей. We have hard science and research, which I write and research most of that. Первое – это наука и научное исследование, и это то, чем занимаюсь я. And that appeals to men. И это очень важно и очень нравится мужским, вернее, читателям мужского пола. We have real-life stories of what really happens between people. У нас также в книгах всегда есть история, основанная на реальной жизни, и это тоже очень нравится. And women love this. И это особенно нравится женщинам. And then we make the whole thing funny. И третье – это то, что все, что вы читаете, на самом деле смешно. So science, real stories and humor is a combination that works really well with all of it. Поэтому формула настоящей из 3 частей звучит так. Наука, реальные истории, юмор. And same with the seminars too. We make people laugh like crazy, so they come next time. То же самое, что на семинарах. Я пытаюсь всегда рассмешить людей, кто смеются и на животы надрывают. Да, действительно, ваши книги популярны, и ваши семинары тоже известны. Но людей интересуют не только семинары, интересует личная жизнь. Могу ли я задать вам вопросы о личной жизни? Один из наших клиентов спросил, имеет ли Аллан Пиз детей. One of our customers asked if you have any children. I have 6 children, 3 sons, 3 daughters. 6 детей. У меня 6 детей, And 3 сына, 3 дочери. Здорово. Yeah, I have 9 grandchildren. У меня 9 внуков. And so my children, the eldest is 41 Самому младшему and the youngest is 6.
Самому младшему из моих детей 6, самому старшему 41 год. I'm surrounded by small people. Поэтому я всегда It's really good. It's really good. Это, знаете, классно. А скажите, Алан, вот, ну, если спрашивать о ваших планах на будущее, я уверена, что их много. А есть ли у вас какая-то мечта? Okay, if I ask you about your plans for the future, I'm sure you have many of those, but do you have any dream? Dream. I have continual dreams, lists of dreams. Вы знаете, у меня много, на самом деле, мечтаний, и у меня есть такие мечты, которые не перестают существовать. And when I'm encouraging people to set their goals and set their dreams, Вы знаете, когда я пытаюсь мотивировать людей к тому, чтобы они четко ставили цели и начинали мечтать, I get them to write lists of everything they could possibly ever want to do. я прошу их составить список и написать все, что они хотели бы сделать. Просто все подряд. And there's always going to be one big goal ahead of the rest. И, вы знаете, всегда в этом списке вырисовывается какая-то одна большая цель. But by having a list of lots of different small things, you get in the habit of setting goals and achieving them. Но вы знаете, когда ты ставишь даже какие-то маленькие цели, то ты приобретаешь привычку уже, и ты не перестаешь это делать. And I've done this all my life. Я всю жизнь этим занимаюсь. Yes, so I'm a surfing champion, for example. Вы знаете, я, например, чемпион по серфингу. I'm a skateboarding champion. Я чемпион по скейтборду. Yeah, I have a black belt in martial arts. У меня есть черный пояс по восточному единоборству. I play all instruments and I can write and record my own music. Знаете, я играю практически на всех инструментах. Могу Now, написать. I can tap dance. И я даже могу чечетку танцевать. Not very well, Не очень хорошо, but I can do it, but I don't want to do it anymore. да, но умею, не буду больше. Мы не будем вас спросить здесь? Или... We're not gonna ask you to tap dance here. Мы верим. We trust you. Алан, скажите, пожалуйста, вот все, кто вас знают, говорят, что это невероятно энергичный человек с невероятной харизмой и энергетикой. Как вам удается быть энергичным всегда? You know, Alan, everybody who knows you, they say you're a person of immense energy. And you're just so energetic. So what's the source of your energy? Where do you get that? Well, energy comes from setting clearly defined goals that you would really like to achieve. Ну, опять же, я черпаю свой источник из целеполагания. Я ставлю четкие цели, и четко понимаю, что я хочу достичь. So you're here today, Например, вот здесь я. and your goal is to go here. И у тебя есть цель, чтобы дойти вот туда. And that goal might be to be a millionaire, or to learn tap dancing, or to И не be важно, какая-то цель. a karate expert. Научиться танцевать чечетку, либо стать экспертом в карате. And when you set a clearly defined goal, you immediately become motivated by seeing the end results of that goal. И вы знаете, как только ты ставишь четкую цель, у тебя сразу появляется мотивация, чтобы ее достичь. And so if obstacles jump in front of me, which they do and they will, И если у тебя на пути появляются какие-то препятствия, они всегда появляются, it's not such a big deal. You will learn how to get around them, jump over them, go under them. для тебя это больше не проблема. Ты научишься их обходить, либо перепрыгивать, их переползать, неважно. But if you don't have a clearly defined goal and something jumps in front of you, people just stop still. А если у тебя нет четкой цели, и вдруг что-то на пути у тебя возникло, то, знаете, большинство людей просто останавливаются и все, и дальше не идут. So I'm constantly thinking of new things I can and will do. So for example, when I leave Russia this time, И поэтому я постоянно думаю о том, какие цели я буду ставить, о том, что я хочу достичь. И вот, например, для примера, я недавно был в России I joined a jiu-jitsu class. и записался в секцию по джиу-джитсу. Интересно. Interesting. Yeah, I'm going to be the oldest guy in the club. И вы знаете, я в секции был самым старым. But I can't wait. They'll be throwing me around that room, but it's great, good for my health. Но тем не менее, я не могу дождаться своей первой тренировки. Я понимаю, что меня там будут бросать, швырять по всему залу, но мне хочется это испытать. This year I'm going to learn how to speak Russian. В этом году я поставил цель научиться говорить по-русски. Ух ты, I spend so much time here Вы знаете, я столько that времени провожу здесь, it makes sense. и это разумно. I mean, I can do the basics of, до свидания, добрый вечер, доброе утро, спасибо. I do the basics, but that's not enough. Есть основные фразы я уже там знаю, но этого недостаточно. Хорошее произношение. Yeah, pretty good foundation. Сколько языков знаете? Совсем недавно я купил, кстати, дом во Франции. How many languages do you know? I speak English poorly, Я слабовато говорю на английском. and I speak some basics in about 8 different languages, but not very well. И на таком начальном уровне говорю на 8 языках. Не очень хорошо говорю. And I speak good French and soon Russian. И я очень хорошо говорю по-французски и по-русски. Алан, я знаю, что вы увлекаетесь музыкой And I know you're interested in music. и даже играете на инструменте. And you even Что play это? some instruments. Что это за инструмент? What kind of instrument is that?
Well, when I was 19 years old, I played lead guitar in a rock and roll band. Вы знаете, когда мне было 19 лет, я играл в рок-ансамбле и был ведущим гитаристом. That's a long time ago. Да, это было. You weren't even born then, Natasha. Вы, по-моему, еще даже не родились. And my goal at the time was to become a famous rock and roll guitarist and travel the world. Но в то время я мечтал быть всемирно известным гитаристом, путешествовать по всему миру. The goals can get sidetracked. Но вы знаете, цели могут как-то уйти с пути. I got sidetracked by 6 children. И вы знаете, мое достижение цели прервали 6 детей. So all I did was delay the timeline that I would do it. So now I started again at 60, playing rock and roll in a Но rock band. опять же, я эту цель из виду не потерял, просто ее достижение отложилось на некоторое время, и вот сейчас, в 60 лет, я опять к этому стремлюсь. So I decided by age 65 I'll be able to play all instruments, write all my own music and record all my own music. Поэтому я решил для себя, что в 65 лет я буду играть на всех инструментах, я смогу писать музыку и записывать ее. So about every 5 to 10 years I learned to play a new instrument. Поэтому каждые 5 или 10 лет я учился играть на каком-то новом инструменте. I started piano at 45. В 45 я начал учиться играть на I фортепиано. started drums at 55. 55 на барабанах. I started saxophone at 60. В 60 на саксофоне. Это невероятно. Unbelievable. I started the harmonica when I was 30, Губной гармошкой начал заниматься. and I played the lead rhythm and bass guitars. И еще научился играть на бас-гитаре. Then I taught myself how to write music and how to record. Затем я научился писать музыку и записывать ее. And now I built 2 music studios, 2 rock and roll А studios. теперь я построил 2 музыкальные студии рок-н-ролльные. So in Australia I have a large rock and roll complex that records big rock bands. Поэтому в Австралии у меня есть громадный звукозаписывающий комплекс, где записываются очень It was really just a hobby that got out of control. Ну, вот это такое хобби, которое просто вырвалось наружу, уже не контролируемое. Спасибо вам. Спасибо, Алан. Это был Алан Пиз. Увидимся на семинаре.